Hi and welcome back to my channel. Меня зовут Кирилл. В этом видео вы познакомитесь с тремя интересными выражениями, которые после просмотра видео вы можете использовать в своей речи. Напоминаю, у меня есть Instagram Kirill's_English. А для тех, кто любит смотреть разборы из сцен из каких-то фильмов, например, или сериалов, или из каких-нибудь передач, допустим, на YouTube, вы можете оформить подписку. Там же на Инстаграме Kirill's_English. Есть, кстати, и Telegram, тоже Kirill's_English. Итак, первое выражение, с которым мы сегодня с вами познакомимся, это to be on the safe side. To be on the safe side. I think we should go buy a pregnancy test. Just to be on the safe side. I think we should go buy a pregnancy test. Just to be on the safe side. Представьте себе ситуацию, сцену, где бы такое возможно было сказать. Какую интерпретацию вы бы могли бы предложить этому выражению? To be on the safe side. Обычно в русском языке в таких ситуациях мы бы сказали, чтобы под или перестраховаться. Кто-то может сказать, что на всякий случай, но помните, что в английском языке есть уже выражение на всякий случай, поэтому мы не будем заходить на эту территорию. Если вам нравится, флаг вам в руки. Но обычно это перестраховаться, подстраховаться. Я беременна, но это временно. Thanks, sweetie. But to be on the safe side, I should probably take the lead. Здесь предложение вырвано из диалога. И теперь, зная, что смысл to be on the safe side, подстраховаться, перестраховаться, от греха подальше, в моем личном репертуаре присутствует еще фраза, а для себя я бы это интерпретировал следующим образом. Человек говорит спасибо и говорит, от греха подальше, давай лучше я буду за главного. To take the lead – это отвечать за что-то, быть главным, боссом или руководить чем-то. Ну, вы поняли. If you want to be on the safe side, you could export your project in PDF. If you want to be on the safe side, you could export your project in PDF. Так может сказать совершенно кто угодно. Мы с вами перенесемся в атмосферу школы. Может быть, ваш instructor, or professor, or teacher говорит вам, как домашнюю работу сдавать, то что лучше ему это все не в Word документе, да, не в Excel, чего еще хуже, а сделать в PDF, потому что, ну так, удобно, и PDF открывается везде абсолютно. Итак, это первое выражение. To be on the safe side. Второе выражение. Go the extra mile. Давайте обратимся к примерам. She was always the teacher to go the extra mile. She was always the teacher to go the extra mile. Go the extra mile – это идти на опережение. Делать не по минимуму, не вот как вам сказали, вы сделали, да, и ни больше, ни меньше, а идти на опережение, делать что-то больше. Если вас попросили о каком-то одолжении, вы не только человеку помогли, а может быть чему-то еще научили или в придачу еще чего-нибудь человеку сделали. То есть данное предложение можно понять как человек, в частности, она была учителем, который всегда делал для своих учеников больше, чем просто учитель. Может быть, она и ментором была, может быть, она была им другом, товарищем, сестрой, братом и так далее. Нужно подчеркнуть. Why don't we go the extra mile and use the safest material available? Кто-то предлагает, а давайте пойдем еще дальше. И не будем останавливаться на, собственно, том, что у нас есть, а найдем какой-то материал самый безопасный. Может быть, речь идет о производстве какого-то товара. И обращаю ваше внимание на why don't we. This expression is commonly used in conversation when you want to suggest something. Вы знаете, есть let's, вы знаете, есть куча you could, и есть why don't we. Это разговорное выражение. Casual стиле используется очень часто, поэтому берите себе на заметку. Третье выражение, с которым мне хотелось бы вас познакомить, это rite of passage. Итак, слово rite само по себе переводится как какой-то обряд. Есть даже фильм ужасов, он так и называется, The Rite, если хотите, посмотрите. Rite of passage. Passage – это когда мы проходим куда-то. Либо в потусторонний мир, либо, не дай Боже, в мир иной, либо еще куда-нибудь. Passage. Rite of passage. Воспользуемся определением Оксфордского словаря. Нам Оксфордский словарь пишет, что rite of passage is an event marking an important stage in someone's life. Нам надо теперь подумать, что это за событие, event, в чьей-то жизни.
Well, a good example of rite of passage could be birthing of a child, for example. It could be school graduation or college graduation, for example. It could be a wedding, or it could be a prom. It could be a lot of things. То есть это какое-то событие в жизни каждого человека, которое случается. Про такие события обычно говорят, что оно должно с вами случиться. Например, как вот половое созревание. Right? When you go through puberty, all the stress, hormones that you experience throughout this journey, like everybody has to go through it. It's your rite of passage. Я вам сейчас, кстати, даю пример, как это используется в речи. So, каждый человек должен пройти этот путь, потому что неизбежно это нужно, потому что кому нужно непонятно, собственно, но вот необходимо, чтобы, например, повзрослеть, да, человек от ребенка превращается в тинейджера, в подростка, а потом превращается во взрослого человека, ну или у некоторых этот процесс как-то там что-то происходит, так и люди застревают в какой-то, это знаете, как with age, с возрастом преклонным приходит мудрость. And for some people, it's just age. А для некоторых людей просто возраст. Так вот и здесь. Давайте посмотрим на пример. Данный пример я взял, все примеры беру из языкового корпуса. Например, если вы знаете, если живете в США, есть такая программа, называется The View. Вот там люди сидят, ведущие передачи, вокруг стола. Поэтому тут будет в примере слово The Table. Это вот такая как бы, я не знаю, трибуна, что ли. Ну, вот такой монолитный блок. То они все вокруг сидят и обсуждают, что у них в жизни случилось перед началом передачи. Whoopi Goldberg там, если вы знаете, ведущая. Так вот, somebody at the table went through a new thing. Somebody at the table went through a new thing. Тут у кого-то из нас кое-что случилось впервые в жизни. A New York rite of passage. Нью-Йоркский такой, значит, ритуал, событие, которое должно с вами произойти, наверное, если вы переезжаете в Нью-Йорк, живете в Нью-Йорке, вы должны обязательно через это пройти. Это ваш rite of passage, ритуал посвящения. То есть вы не нью-йоркец, нью-йоркец. Как называть человека, который в Нью-Йорке живет, вот он один? Вот в Лос-Анджелесе Angelino. Можно сказать, что I'm an Angelino. Angelina. А нью-йоркец? Короче, человек, который из Нью-Йорка, должен пройти этот обряд посвящения. Rite of passage. И, собственно, вот перевод вам. Candice has taken the subway for the first time. Candice впервые прокатилась в нью-йоркском метро. Видимо, для нее это было что-то новое. Она ни разу на метро не ездила, может быть, в Нью-Йорке, может быть, вообще в жизни, может быть, из какой-то деревни, из какого-то села, непонятно. И вы знаете, нью-йоркское метро очень трудно navigate. It's just... Для кого-то это страшное метро, для кого-то нет. Там у каждого свои причины, почему это... Ну, в общем, это называется the rite of passage, because if you're in New York, you kind of have to take the subway, because, you know, they have a pretty good transit system in New York. And the subway is very extensive, compared to Los Angeles specifically, you know. Anyways, I digress. То есть вот этот вот обряд посвящения в коренных жителей Нью-Йорка, вот катание на метро является этим обрядом. The rite of passage. Taking the subway is the rite of passage for every New Yorker. Давайте еще один примерчик, чтобы вам точно было понятно. For millions of high school students, getting a driver's license is a rite of passage. Для миллионов школьников, старшеклассников, получение водительских прав – это обряд посвящения. Куда, это вы уж сами придумайте, но, наверное, в какую-то полувзрослую жизнь уже. То есть, when you hit 16, you can get driver's license. You can get on the highway, but you can drive within the city limits or to high school to show off. Поэтому, видимо, это очень важный процесс в жизни каждого high school student в Америке особенно. Вы сериалы, фильмы смотрите, наверное, видели. Поэтому вот это такой своего рода обряд посвящения. Это, то есть, rite of passage, вы каждый раз проходите через какие-то, представьте себе метафоры, вот какие-то ворота, это вот какой-то milestone, наверное, может быть, да, какое-то событие знаменательное. Оно может быть знаменательное, прям знаменательное, как рождение ребенка или выпуск из университета, получение диплома, да, или вот что-то такое менее знаменательное, помпезное, как получение водительских прав, или, например, получили первую зарплату свою и купили себе что-нибудь, например, стринги какие-нибудь со стразами. Вот. Ну, у кого что бывает. Окей, let's recap. А кто может вспомнить, к доске пойдет?
А кто может вспомнить первое выражение, о котором я сегодня говорил? По глазам вижу, что никто ничего не может вспомнить, поэтому называю. Первое выражение было... Я сам не помню, что у нас было первым. Сейчас, подождите. Училка подглядела. Да, перестраховаться. To be on the safe side. To be on the safe side, перестраховаться или подстраховаться. Второе выражение было идти дальше, сделать больше, чем нужно. To go the extra mile. И третье выражение это rite of passage. Обряд посвящения или какой-то ритуал. И если вы внимательно, ключевое сейчас слово, внимательно сейчас слушали, это все объединено какой-то мини-такой темой прохождения через или движения вперед. Потому что мы go an extra mile, тут дословно, да, мы движемся вперед. Или just to be on the safe side, мы тоже что-то делаем наперед. The rite of passage, глагол passage, это тоже проходить через что-то. Поэтому не просто так это все было выбрано. Anyways, тем не менее, я напоминаю, что если вы хотите, чтобы у вас в голове что-то осталось, этим нужно активно пользоваться. Будете ли вы это использовать в устной речи, либо в письменной, you do you. Но если вы посмотрели только видео, посмотрели про себя, там чего-то подумали, что да, я все знаю прекрасно, а через 2 дня вы это все забудете. Большинство из вас это все забудет. А через неделю вы даже не вспомните, какое видео Кирилл записывал на прошлой неделе. И это к чему? Practice. It doesn't necessarily make perfect, actually, but yeah, practice is important. В нужное время, в нужный час, по контексту, чтобы подходило. Меня зовут Кирилл. Всем отличных выходных. Happy Easter, if you celebrate. Пока.